Валерий Викторович, спрашивают вас, куда пропал Медведев с Набиуллиной и что за странный пожар был в Центральном банке? Ну, пожар в Центральном банке действительно очень странный, как и в доме на Набережной, тоже очень странный пожар. Вот. Куда там пропала Набиуллина, непонятно. Вот. У нас нет инсайдеровской информации, здесь говорить о чем-то сложно. Что же касается Медведева, то Медведев, он достаточно интересный человек. Я вот уже говорил о том, что Медведев напрямую ответственен за гибель наших миротворцев и мирного населения в войне 1908 года, потому что он, только он, дал гарантию того, что грузинские фашисты смогут отгеноцидить мирное население Осетии, убить наших миротворцев, и за это им со стороны России ничего не будет. И Медведев свою позицию выполнил. Но когда Путин начал операцию по принуждению к миру, Медведев исчез. И в критической ситуации он, как из мухи-цокотухи Чуковского, а кузнечик как кузнечик, он совсем как человечек. Под кусток, под мосток и молчок. И он постоянно, как бы вот обратите внимание, у него по его политической биографии, как только какая-то кризисная ситуация, он достаточно часто заболевает, но это ума палата. Его потом поздравляют и говорят: поздравляем с выздоровлением, а он так: а я и не болел, ну молодец. Ну и что еще сказать про человека? Вот. Ума палата. А положение сейчас очень и очень серьезное. И вот мы сегодня крутимся вокруг противостояния американской страновой элиты глобальщиков и всего мира в плане развязывания Третьей мировой войны со стороны американской страновой элиты и противодействия всех остальных сил, глобальщиков, других страновых элит, которые работают на то, чтобы разрулить кризис с минимальными потрясениями. Так вот, что касается Медведева, то здесь ситуация такая. Нью-Йорк Таймс опубликовала интересную статью о том, что американская разведка прекратила получать информацию от осведомителей из России. Ну, наши патриоты тут же начали рассуждать о том, что вот, эффективно работает контрразведка, что спящих там придавили. Ну, вот у меня вопрос: ребят, вы вообще-то прочитали, о чем идет речь, хотя бы в переложении ТАСС или какого-нибудь другого? Вполне конкретно сказано, что получали, вернее, перестали получать информацию не от агентов, а от осведомителей. Вот если Соединенные Штаты сейчас в трансе от того, что грохнулась вся американская разведсеть в Китае, правда, она уже в третий раз грохается, вся американская разведсеть в Китае, вот, так там агентов арестовали. А здесь-то о чем сообщил Нью-Йорк Таймс и вообще о чем идет речь? А это очень важный момент. Дело в том, что в работе любой спецслужбы есть такая категория людей, которая не является агентами, но общение с которыми и получение информации от которых является принципиально важным для управления. Вот когда какая-то государственная структура дает какое-то задание разведке решить ту или иную задачу, даются конкретные параметры, ну, образно говоря, завести какую-нибудь взрывчатку на какой-то объект и там этот объект взорвать. Вот. Или получить какую-то информацию, вбросить там какую-то информацию. Но для того, чтобы эта операция была выполнена, требуется, чтобы
она была выполнена в рамках того давления среды, которое есть у этого субъекта управления. Вот у Фенемора Купера про следопыта Чингачгука, великого змея, есть такое вот описание. Там попадают в плен к индейскому племени, к гуронам, и вот лежат там белые, да, и они не связаны, они просто отдыхают на солнышке. И вот рассуждают, чего бы не сбежать. А другой, более опытный, говорит, это тебе так кажется, что нас никто не охраняет. Любой, кто вот здесь вот в племени, вот, смотрит за тобой, и ты не успеешь пошевелиться, как тебя уже схватят, но тогда тебя свяжут. И ты будешь в совершенно других условиях в плену. Поэтому ты сейчас не дергайся, ну то есть нереальный побег. Так вот, а как определить, что из задач разведки реально, а что нереально? Для этого нужно получать информацию о состоянии управления вообще в данном каком-то конкретном государстве. И вот для этого примерами такой вот разведки, агентурной разведки, может служить, например, деятельность Рихарда Зорге в Японии, где он общался в высшем свете. Ну какие по-крупному секреты он может узнать там? Так, трёп между со всеми то, что будет известно. Он настроение собирал. Какая задача реальна, какая нереальна, какую информацию можно вбросить, а какая будет воспринята и как она будет воспринята, а какую нельзя, потому что она будет воспринята не так. Какие направления течения в японской элите, что подстегнуть, где притормозить. Вот это. Какие по-крупному разведданные мог получить Николай Кузнецов, знаменитый наш разведчик Пауль Зиберт? Он тоже собирал это же, работая в среде немецких инженеров. Он это же собирал. Вот сбор информации о состоянии управленческой среды, он принципиально важен. И это не агентурная работа. Здесь идет напрямую. И она, в чем вот эта вот ситуация связана? То, что человек, который общается с каким-либо там дипломатическим работником, даже если он точно знает, что это разведчик, он идет на это сознательно, по одной простой причине. Это отвечает его интересам кланово-корпоративной группировки. Когда за каким-нибудь обедом или на светском рауте он рассказывает какую-нибудь ситуацию, открытую ситуацию, какое-то событие, произошедшее с тем или иным человеком, он акцентирует внимание на этой ситуации, на состоянии дел управления в этой кланово-корпоративной группировке. Он показывает, привлекает внимание к определенному процессу. Он это делает со своей точки зрения, потому что он знает, что он покажет вот эту ситуацию для американского управленческого сообщества, то есть для субъекта управления, представляемого американским дипломатическим, скажем, ведомством, или пусть каким-нибудь там бизнесменом, работающим под прикрытием какого-либо бизнеса. Вот. Он показывает, эта информация уходит в нужные для того человека, который вбросил эту информацию. И американцы предпринимают в своих интересах определенные управленческие решения, а это объективные действия, которые выгодны вот этой кланово-корпоративной группировке. Это
взаимная открытая игра. Это обмен открытой информацией, не закрытой, не какие-то тайные секреты. Это согласование управленческих процессов. И вот о чем сообщила Нью-Йорк Таймс. О том, что для наших кланово-корпоративных группировок государство Соединенных Штатов перестало быть партнером по решению их задач по управлению Россией и в мире, что они переориентируются на сотрудничество с кем-то другим. То есть здесь государство Соединенные Штаты уже не функциональны в достижении интересов. Это крах для американцев здесь для проведения своей политики на бесструктурном уровне. То есть с ними никто не хочет теперь сотрудничать. В них не видят интереса. Для них складывается ситуация, как для тех вот белых пленников в индейском племени. С ними никто не хочет иметь дело. Но если они что-то попытаются сделать, у них это не получится внутри России. То есть для американской агентурной разведки складывается ситуация, при которой им будет критически запредельно трудно работать внутри России, как это было в советское время, когда любой школьник мог сообщить спецслужбам, куда следует, да, что вариант, когда американцы здесь чувствовали, как рыба в воде, они приходили в любую организацию, с ними сотрудничали, они были желанными партнерами, ну просто по диалогу. Им кто-то какую-то информацию сообщал, это уходит. Теперь они на общих основаниях. Хотите какую-то информацию получить? Идите обычным путем. Вам дадут эту информацию, но вы везде запросите, сделаете запросы, и уже все. Это уже совершенно другая информация. Вы не получите никакой информации о реальном психоэмоциональном состоянии в среде управления, целеориентирования. Вам опять нужно засылать агентурную разведку, образно говоря, иметь у нас разведчиков, аналогичных, как вот у нас Кузнецов или Зорге. То есть тратить ресурсы агентурной разведки на то, чтобы собирать информацию о состоянии управленческой среды. Вот к чему подошли они. Это уже серьезное дело. Горбачев открыл, все это пошло, везде американцы заходили, со всеми разговаривали, получали не секретную информацию, но собирали необходимую информацию для проведения своей управленческой работы. Для того, чтобы американские интересы могли реализоваться в работе наших государственных структур. А теперь это все закрыто. Путин закрыл этот момент. Об этом Нью-Йорк Таймс сообщила миру. Что все, ребятки, нам теперь придется выходить на уровень агентурной разведки и спящих. Потому что вот этот сегмент открытой работы закрыт. С нами никто не хочет сотрудничать. Ну, не в том плане, что сотрудничать вообще, а с нами общаться. Подошел на каком-нибудь светском рауте поговорить. Ах, погода. Причем здесь погода? Погода прекрасная. А больше что ты получишь? Ничего. С тобой вежливо раскланялись. Тебе никто никакой сплетни не сообщил. Тебе никто не сообщил какого-нибудь реального события в какой-нибудь кланово-корпоративной группировке. Все. Значит, нужно входить, надо внедрять в эту среду какого-нибудь своего агента, спящего, который бы собирал эту информацию. Тратить ресурсы совершенно непродуктивно. Так вот, сейчас именно такая ситуация. Ну и Дмитрий Анатольевич, как всегда, благоразумно ушел в тень. Может быть, у него это совпало с тем, что он лечит свою травму. Может быть. Но в любом случае, тогда это как бы совпало. Но отнюдь не противоречит тому, что я только что рассказывал. Это последний вопрос на сегодня. И вот
Как всегда, каждый раз, когда мы рассматриваем те или иные ситуации в мире, мы выходим на понимание того, что в мире есть 5 видов социальной власти, 5 видов социальной идиотии, есть полная функция управления, есть приоритеты управления, что есть внутренняя, внешняя и глобальная политика. Но мы вынуждены постоянно констатировать, что официальное аналитическое сообщество ничем этим абсолютно не владеет. Это вне круга их понимания. И собственное непонимание они транслируют на массы. В результате этого возникает ситуация, при которой спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если профессиональное, экспертно-аналитическое сообщество не способно адекватно разбираться в том, что происходит в мире, то людям для того, чтобы защитить интересы свои и своей семьи, необходимо самим расширять круг своих познаний. Помнить, что в меру понимания мы работаем на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому нужно постоянно расширять меру своих знаний и понимания общественных процессов. А такие знания даются только в одном источнике – в работах внутреннего предиктора СССР. Поэтому, памятуя о том, что знание – власть, берите эти знания в свои руки. И сразу хочу предупредить. Процесс освоения знаний – это не какая-то легкая прогулка. Это нормальный учебный процесс, требующий сосредоточения, сил, усидчивости. И только тогда вы сможете освоить эти знания, чтобы они стали вашими, своими. А вот когда вы освоите эти знания, они станут вашими, своими, вы сможете полноценно защитить интересы свои и своей семьи, полноценно разбираясь во всех процессах, хитросплетениях процессов управления в мире. Успехов вам в деле расширения меры своего понимания, освоения знаний об управлении социальными суперсистемами, об управлении обществом. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.